Знаешь ли ты, кто твой самый большой враг? Это не правительство, не вирусы и даже не твои конкуренты. Твой самый большой враг на пути к осуществлению твоей мечты – это ты. Да, ты не ослышался. Самый большой враг твоего счастья и успеха находится внутри тебя. И этот враг называется твое эго. Эго – это нездоровая вера в собственную сверхзначимость. Это потребность в том, чтобы другие думали, что мы умнее или сильнее, чем мы есть на самом деле. Это чувство превосходства и уверенность в том, что мы лучше и важнее других людей. И если мы хотим освободиться от него, мы должны начать впервые по-новому видеть себя и мир вокруг нас. Мы должны бороться за то, чтобы стать теми, кем мы на самом деле являемся, и продолжать бороться, чтобы оставаться самим собой. Эго – это враг того, чего вы хотите и того, что у вас есть. Оно блокирует творческий потенциал и прогресс. Мы всегда обвиняем других в своих неудачах, потому что эго делает нас слепыми к собственным недостаткам. Я надеюсь, что ты начнешь меньше верить в легенду о своей сверхзначимости. Если тебе это удастся, то ты сможешь освободиться и осуществить то, что так сильно хочешь, и жить той жизнью, которую действительно заслуживаешь. Всем привет! Сегодня мы поговорим, во-первых, про эго и о том, как оно влияет на нашу жизнь. А во-вторых, в конце этого видео я поделюсь информацией по поводу запуска своего трансформационного тренинга, в котором ты очень скоро сможешь принять участие. Исследуя эго как явление, я понял, насколько оно мощное и что нам нужно научиться подавлять его до того, как оно создаст вредные привычки. Чтобы выработать позитивные привычки, нам следует, во-первых, распознать его и заменить на скромность и дисциплину. Помни, где бы ты ни был, эго сопровождает тебя, и оно тесно связано с твоей личностью. Но если мы не распознаем и не заменим его, то мы никогда не будем по-настоящему искренними и счастливыми. И сегодня я сделаю все для того, чтобы помочь тем, кто готов к новым вызовам и к изменению своей жизни к лучшему. Чтобы стать лучшей версией себя, когда бы мы ни ставили амбициозные цели, терпели неудачу или добивались успеха. Для того, чтобы распознать голос эго, растворить его и сделать все возможное для того, чтобы начать двигаться к своим мечтам и счастью. Давай начинать, поехали! Давай для начала обсудим то, как наше эго проявляется в наших стремлениях. У каждого из нас есть цели и мечты, которые мы хотим реализовать в жизни. Мы с радостью представляем, что эти мечты сбываются, но чаще всего эго тоже здесь присутствует. Оно думает, что наш талант и удача сделают свое дело, и мы добьемся всего, чего захотим. Но на самом деле талант – это только начало. Нам нужно приложить достаточно большое количество усилий, чтобы победить. Я сам однажды оказался в этой ловушке. Я мечтал стать известным блогером, путешествовать по миру и снимать видео. И в самом начале пути моими главными целями были это признание и слава. Как же я ошибался. Когда мы ставим цели, мы должны научиться видеть себя со стороны и выходить из своего тела. Отстраненность – это самое естественное противоядие для эго. Очень легко быть увлеченной своей личностью, каждый нарцисс это может делать. Вот что является редкостью – это не чистый талант, навыки или уверенность, а скромность и доброта. Потому что в этом случае мы будем больше сфокусированы на своих действиях, а не на славе и статусе. Если мы будем делать шаг за шагом, обучаясь и развиваясь, мы достигнем гораздо большего, чем когда будем пытаться произвести впечатление на других. Итак, если ты хочешь, чтобы твои мечты сбылись, то вот как ты можешь побороть свое эго во время постановки цели. Первое. Хватит всем рассказывать о своих мечтах. Кто-нибудь из вас когда-нибудь гордился тем, чего еще не достиг? Я уверен, что многие из нас это делали, но не стоит себя винить за это, просто осознай этот факт. Чем больше мы говорим о том, какими замечательными мы станем, когда достигнем этой цели, тем меньше вероятность того, что мы выполним работу, которая требуется для ее достижения. Разговоры нас истощают.
Единственная связь между болтовней и работой – это то, что одно убивает другое. Второй совет – делать вместо того, чтобы быть. Большинство людей фокусируются на своей должности, статусе или доступу к генеральному директору. Если вы хотите достичь больших высот, перестаньте пытаться произвести впечатление на других. Лучше сосредоточьтесь на своей цели и на жизненной миссии. Наша цель должна быть больше, чем мы сами. Вместо того, чтобы спрашивать, кем я хочу стать, спросите себя, чего я хочу достичь. Третье – станьте студентом. Настоящий студент, он как губка, который может удерживать важное и фильтровать ненужное. Невозможно научиться тому, что мы думаем уже знаем. Эго не дает нам совершенствоваться, оно нам говорит, что нам это не нужно. Скромность – это то, что помогает нам фокусироваться на том, что нам нужно продолжать учиться. Тут важный момент. Хотеть большего – это вовсе не значит, что не быть довольным собой. Мы хвалим себя за то, что мы уже знаем, и продолжаем обучаться. Мы должны сами себе стать учениками, учителями и критиками. Эго тут не будет места. Давай теперь поговорим о том, как эго влияет на нас, когда мы добиваемся успеха. Я уверен, что каждый из нас когда-нибудь добивался чего-то в жизни значимого. Мы тяжело трудимся, преодолеваем препятствия, и нас переполняют гордость и счастье за наши достижения. Мы становимся победителями, и нам кажется, что нам ничего уже не нужно делать для того, чтобы оставаться быть победителем. Вследствие чего мы перестаем обучаться, слушать других людей и усердно работать, и мы думаем, что то, что нас привело сюда, может привести нас куда мы захотим. В результате чего мы не уделяем достаточного внимания своему росту, потому что эго думает, что мы уже и так хороши и нам не нужно развиваться. Представьте себе футбольную команду, которая выиграла чемпионат. Вероятность того, что эго ослабит их разум, очень высока. И в следующем году они, скорее всего, уже не смогут выиграть чемпионат, потому что они будут думать, что они уже победители. И первое противоядие от эго во время побед – всегда оставайся студентом. Когда мы добиваемся успеха, то мы подсознательно делаем вид, что уже все знаем. Эго нам говорит, что мы уже и так идеальны и нам не нужно расти, вследствие чего мы становимся высокомерными и слепыми. И вовсе не важно, что мы сделали раньше, как усердно работали и как много времени потратили для достижения того, что у нас есть сейчас. Если ты хочешь оставаться успешным, то ты должен быть всю жизнь студентом. И если ты не развиваешься, то ты умираешь. Второе противоядие – отпустить контроль и паранойю. Под словом «контроль» я имею в виду убеждение «все должно быть по-моему», даже самые незначительные вещи. Как следствие, это становится парализующим перфекционизмом и миллионами бессмысленных разбирательств с нашими друзьями и близкими. Дело в том, что наше эго хочет, чтобы мы были важнее, чем мы на самом деле есть. Оно думает, что у нас есть право принимать решения за других людей. И в этом случае мы посылаем человеку подсознательный сигнал: ты не способен принимать решения самостоятельно, я знаю лучше тебя. А на самом деле это просто наше эго думает, что мы лучше или умнее других людей, которые от нас отдаляются, и вследствие чего мы не способны выстраивать глубокие и крепкие отношения. Третье противоядие от эго, когда мы испытываем успех: перестаньте гоняться за тем, что для вас не важно. Многие из нас тратят свою жизнь на то, что нам не нравится. Мы ищем одобрение от людей, которых не уважаем, и получаем то, чего не хотим. Кто-нибудь задумывался, почему в мире так много богатых и несчастных людей? Ответ очевиден. Потому что, пытаясь стать богатым, человек руководствуется эго, ищет статус и признание. Но на самом деле, когда мы достигаем этого, мы чувствуем пустоту, потому что это не то, чего мы хотели. Это то, чего хотела эго. Поэтому, если ты хочешь жить вдохновляющую и полноценную жизнь, твои цели должны быть поставлены в соответствии с твоей миссией, делая то, что имеет больше всего значения для твоей души, используя свой дар, помогая другим людям. Ну а теперь пришло время поговорить о том, как наше эго вмешивается, когда мы терпим неудачу. Знакома ли тебе ситуация, когда ты вкладываешь огромные усилия в какой-то проект, очень много работаешь, но этот проект проваливается из-за каких-то внешних обстоятельств? Что ты в этом случае делаешь? Начинаешь корить себя или праздновать?
Наше эго хочет признания и вознаграждения, поэтому в случае поражения оно нас ругает. Что если я скажу тебе, что твоих усилий достаточно? Тот факт, что ты сделал все возможное, говорит о том, что ты вырос и много чему научился. Это заслуживает празднования, потому что успех – это душевное спокойствие, когда ты собой доволен. Поэтому делайте свою работу хорошо, отпускайте от конечного результата любые ожидания, обращая полный фокус внимания на своих действиях. А признание и вознаграждение должны быть дополнительным бонусом, которые от нас никак не зависят. Поэтому первый совет – празднуйте неудачу, учитесь на ней, гордитесь тем, что вы сделали все возможное. Я уверен, что все из нас испытывали тяжелые времена, были, так сказать, на самом дне жизни, но не все смогли выбраться из этой ситуации. Что делает большинство людей в этой ситуации? Чаще всего они начинают обвинять других людей в своих же ошибках. Мы говорим себе, как они могли со мной так поступить? Что они себе возомнили? Я заставлю их заплатить. И мы начинаем говорить вещи, которые мы на самом деле не имеем в виду, и делать такие поступки, о которых потом будем жалеть. И это все из-за эго в его самой чистой и токсичной форме. Поэтому второй совет: во время неудач искать зоны роста вместо виноватых. Для этого нам нужно сфокусировать внимание на себе и задавать себе вопросы. Какую возможность для роста я здесь вижу? И после этого начинать фокусироваться на своих действиях. И третий совет, как защитить себя от эго, когда мы терпим неудачу: трансформировать свои эмоции. Гораздо легче ненавидеть, когда мы что-то теряем. Это естественная автоматическая реакция. Но ненависть не помогает достичь своей цели. Ненависть действует как рак. Оно крадет у нас нашу душу, то есть саму суть нашего существования. Мы начинаем обвинять других и больше не несем ответственность за ситуацию и не контролируем ее. Вместо этого нам следует переключиться на любовь и благодарность к ситуации и к людям, которые бросают нам вызов стать лучше. С таким настроем мы становимся открытыми, позитивными и более продуктивными на пути к успеху. Тренировать свой ум – это все равно, что подметать пол. То, что мы это сделали однажды, вовсе не означает, что пол всегда будет чистым. Я безумно тебе благодарен за то, что ты досматриваешь мои видео до конца. Для меня это очень много значит. Но если ты хочешь помочь развитию этого канала, то не забудь поставить лайк, а также пиши в комментариях, как ты справляешься со своим эго и какой совет тебе сегодня больше всех понравился. Ну а теперь, как и обещал, делюсь информацией по поводу своего трансформационного тренинга, первый поток которого будет запущен уже очень скоро. Поэтому, если ты хочешь стать лучшей версией себя, найти свое предназначение и начать жить на полную, то заполняй предварительную анкету по ссылке в описании. Более подробную информацию я буду давать в последующих видео. На данный момент могу сказать точно, что количество мест будет ограничено. Поэтому подписывайся, чтобы не пропустить следующее видео, а также детали запуска первого потока. Что касается эго, то ты до конца жизни каждый день будешь с ним сталкиваться, и как бы ты сильно ни старался, ты будешь допускать ошибки. Но как только это случается, ты просто берешь и подметаешь пол, а потом берешь и еще раз подметаешь. Это очень увлекательно, я тебе обещаю. Ставьте большие цели со смыслом, преодолевайте неудачи с удовольствием и добивайтесь успеха без эго. До встречи в следующем видео. Пока.